Когда орел спикировал вниз, чтобы забрать маленького мальчика, его бабушка и дедушка были удивлены и напуганы. Но причина, по которой эта птица ведет себя подобным образом, вас шокирует. Предки Леона когда-то жили в прекрасных горах Северной Америки. На протяжении многих поколений они жили на зеленых лугах, высоких утесах и величественных горах и вокруг них. Леон родился там, и он уже много лет выращивает и пасет различных животных. В то время сын Леона был женат и ожидал рождения своего первого внука. Леон был не менее взволнован, потому что он никогда раньше не был дедушкой. Он с нетерпением ждал встречи с новым маленьким членом своей семьи. Возможно, ребенок продолжит жить и работать в этом районе, когда вырастет, как и его поколение. Пока Леон присматривал за своим стадом, он улыбнулся и подумал о том, чтобы познакомить своего внука со стадом и показать ему все прекрасные достопримечательности, которые они собирались увидеть. Малышам, несомненно, понравится покупать и кормить пушистых овечек. Но Леон уже давно затерялся в своем собственном мире, и наступила ночь. Поэтому он начал загонять овец обратно в надежную изгородь. В конце концов, волки живут в горах и могут легко убить бедную овцу. С помощью его сына и его верной собаки троица погнала овец в нужном им направлении. Важно, чтобы они окружили каждую овцу забором, потому что от них зависит получение дохода. Сейчас это важнее, чем когда-либо, потому что ребенок вот-вот родится. Но однажды Леону захотелось попробовать что-то другое. Его дни часто повторяются, он изо дня в день делает одно и то же. Даже еда у него одинаковая. Но однажды Леон попробовал зайца. Он ел это маленькое животное, похожее на кролика, когда был маленьким, но в последние годы не ел его. Итак, однажды ранним утром он встал, собрал свое снаряжение и отправился искать зайца у подножия горы. Приготовление одного из них станет приятным удовольствием и желанной переменой. Путь к подножию горы занял около получаса, поэтому он должен был добраться туда и вернуться до полудня утра, чтобы позаботиться о своем стаде до конца дня. Солнце только что взошло, но воздух уже прогрелся. Безусловно, это будет еще один солнечный и прекрасный день. Но во время похода Леон услышал странный, непривычный звук у подножия скалы. Это был голос, который он не мог точно определить, но что-то подтолкнуло его в этом направлении. Ближе к подножию утеса глаза Леона расширились от открывшегося перед ним зрелища. Это был красивый, огромный и величественный орел, но что-то было не так. Оно закричало от боли. Казалось, у него были повреждены крылья. Как только орел увидел Леона, ему захотелось взмахнуть крыльями и улететь, но он так и не оторвался от земли. Леон подумал, не повредил ли он свои крылья, сражаясь с животными. Он догадывался, что никогда этого не узнает, но знал одно: он должен помочь бедной птице. Сняв куртку, Леон осторожно обернул ею орла. Оно больше не сопротивлялось, просто смотрело на него так, словно молило о мужской помощи. Леон нес орла всю дорогу домой. Он был поражен тем, какими тяжелыми и огромными были птицы. Они ныряют и парят высоко в небе, и они не выглядят большими. Вернувшись домой, Леон приказал сыну отвезти овец в поле. Затем он отвел орла в комнату в своем доме, где начал промывать поврежденное крыло и обрабатывать его лекарствами, марлей и бинтами. Он даже принес орлу немного мяса, надеясь, что оно сохранит свои силы. Как только его работа была закончена и он остался доволен крыльями орла, он создал для него среду обитания и приносил ему дополнительную пищу и воду на время выздоровления. Леон не хотел оставлять орла у себя навсегда. Он просто хотел убедиться, что это безопасно и достаточно хорошо, чтобы его можно было вернуть в дикую природу.
Орел, казалось, понимал это и был очень благодарен человеку за его усилия. Но однажды орел наконец выздоровел и смог летать. Итак, вся семья Леон собралась снаружи и наблюдала, как прекрасная птица взмыла в воздух и полетела обратно на гору, где она раньше была. Но это не последний раз, когда Леон увидит орла. Он приходил в дом каждые несколько дней и даже сидел в поле рядом с Леоном, охраняя его стадо. Это маловероятная дружба, которая проистекает из доброго и простого поступка. 10 месяцев спустя у Леона наконец-то родился внук, маленький мальчик по имени Тони. Он родился в семейном особняке и является сильным и красивым ребенком. Одна из самых удивительных вещей в день рождения – это то, что орел приветствует там ребенка. Он с любопытством наблюдал, как Леон держал на руках своего малыша, а затем с криком улетел, счастливо кружась в воздухе. Вскоре после рождения Тони вся семья устроила большую вечеринку, чтобы отпраздновать прибытие новой пары. Там не только вся семья Леона, но и большая семья отправилась в путешествие, чтобы познакомиться с этим новым замечательным членом их семьи. Они принесли еду и подарки, и все радостно болтали, ели, пили и, прежде всего, ворковали с красивым маленьким мальчиком, сидевшим в кроватке посреди комнаты. Выйдя на улицу подышать свежим воздухом, Леон услышал знакомый крик. Он сразу понял, что это был тот самый орел, которого он спас. Оглядевшись, он увидел, как она спикировала вниз и приземлилась всего в нескольких футах от него. Однако он вел себя немного странно, издавая странные чириканья и время от времени хлопая своими огромными крыльями. Леон нахмурился, гадая, хочет ли он познакомиться с малышом, поэтому он вошел в комнату и обнял Тони. Однако не успел он выйти на улицу, как орел взмахнул крыльями и взмыл в воздух, но как только он это сделал, он схватил Тони за маленькое плечо и улетел вместе с ним. Леон испугался, и весь человек застыл на месте. Что делает орел? Зачем ему это делать? Придя в себя, Леон вбежал в дом и закричал, что орел забрал ребенка. Они, не раздумывая, выбежали наружу и начали преследовать орла, летевшего невдалеке. Люди боялись, что орел уронит ребенка. Если это произойдет, результат будет катастрофическим. Но семья гналась за ними меньше минуты, и позади них раздался оглушительный грохот. Обернувшись, они посмотрели в сторону дома, где только что находились. Перед ними возвышался утес, который начал рушиться. Несколько огромных валунов начали падать со скалы, и несколько из них врезались в дом и смяли его, как бумагу. Вся семья с изумлением наблюдала за происходящим, и как раз в этот момент орел вернулся с Тони, осторожно положил его на землю, а затем отпрыгнул на несколько футов, чтобы родители могли быстро подхватить его. Когда все обижали малыша, наблюдая за ним и убеждаясь, что с ним все в порядке, Леон подошел к орлу. Каким-то образом орел узнал, что надвигается оползень, и он знал, что нужно спасти ребенка. Леон не смог выразить свою признательность птице. Возможно, это способ орла отплатить Леону за доброту. Он никогда по-настоящему не узнает, но все, что он знал, это то, что птица спасла всем им жизни, за что он всегда будет благодарен. Для Уильяма Брусса, таксиста из Хьюстона, штат Техас, нормально перевозить самых разных пассажиров. Когда он вернулся в машину, то был потрясен, обнаружив, что везет не званого пассажира, а пассажир, который даже не собирался платить за проезд, сидел в углу его сиденья. Это маленький орел Купера, и похоже, что он пытается избежать грядущих погодных изменений, даже если погода еще не совсем плохая. Но эксперты объясняют, что птицы часто чувствуют приближение сильной непогоды, и еще до того, как она обрушится на их территорию, давление в небе может измениться, в результате чего животным придется искать укрытие.
Но орел вел себя действительно странно, он был спокоен и вел себя счастливо рядом с водителем, а орел не должен быть таким спокойным в присутствии человека. Обычно это признак того, что они напуганы или ранены. Уильям не хотел сразу возвращаться домой, поэтому он оставил окно открытым и дал орлу достаточно времени, чтобы улететь, но его попутчик не понял намека. Уильям на некоторое время оставил окно открытым, затем продолжил движение. Уильям решил вернуться домой как можно скорее, чтобы помочь своей семье подготовиться к урагану. Он открыл дверцу машины и попытался уговорить орла выйти. Уильям назвал ураган «Игл» Харви. Спасибо, что посмотрели наше видео.